Его считали лучшим оратором и крупнейшим эрудитом своей эпохи. Мы являемся действительными передовыми борцами за счастье и разум человеческой жизни. Он знал 7 языков, руководил процессом массовой ликвидации безграмотности и превратил СССР в одну из самых образованных стран мира. В годы Гражданской войны защищал памятники истории и культуры. Благодаря ему после революции был сохранен Большой театр. Недоброжелатели упрекали его в склонности к богемной жизни, но даже идейные враги соглашались. Это руководитель мирового уровня. И он мог бы быть министром просвещения в любой европейской стране. Анатолий Луначарский. Революционер, драматург, искусствовед, один из создателей советского государства. Анатолий Луначарский родился в городе Полтаве 23 ноября 1875 года. Его мать, Александра Яковлевна, была замужем за Василием Федоровичем Луначарским, мелким судебным служащим. Однако за несколько лет до рождения Толи она влюбилась в другого мужчину, высокопоставленного чиновника Александра Ивановича Антонова. Именно он был настоящим отцом ребенка. Когда Толе исполнилось 4 года, Александра Яковлевна ушла от мужа. Вместе с мамой мальчик переехал из Полтавы в Нижний Новгород, где в то время служил Антонов. Встреча с родным отцом произвела на него огромное впечатление. Толя мечтал стать таким же, уверенным в себе, артистичным, смелым в суждениях. По вечерам он допоздна засиживался в гостиной, слушая, как Александр Иванович вслух читает его маме романы и статьи из свежих журналов и сопровождает их едкими комментариями. В конце XIX века в России были популярны либеральные идеи. Значительная часть образованного класса полагала, что страна нуждается в общественно-политических реформах. В кругу интеллигенции вольнодумство стало своего рода модой. Мало кто из этой среды был готов к конкретным действиям. Либерализм сводился к критике правительства в кругу знакомых. Антонов был дворянином и занимал высокую должность, однако не скрывал отрицательного отношения к властям. Именно под его влиянием мальчик рос яростным противником религии и самодержавия. Однажды, гуляя во дворе, 6-летний Толя забрел в мастерскую, где серебрили оклады для икон. На глазах у изумленных подмастерьев он схватил икону святого, с размаху ударил ей по столу и в запале прокричал: «Если Бог не наказывает за кощунство прямо на месте, значит, никакого Бога нет». Серебряник схватил Толю за ухо и потащил к родителям. Однако отец не только не осудил поступок мальчика, но и встал на его сторону. Спустя 3 года в результате неудачной хирургической операции Александр Иванович скончался. Александра Яковлевна вместе с сыном переехала в Киев. Толя поступил в гимназию. Свободное от учебы время он посвящал чтению книг по философии, социологии, истории искусства. Он умел увлекательно рассказать о прочитанном и заражал своими интересами сверстников. Десятки гимназистов собирались на берегу Днепра, чтобы послушать Толю Луначарского. А тот, как на трибуну, забирался на дерево и произносил оттуда горячие речи о будущем мире, в котором исчезнут общественные противоречия, и все люди будут счастливы. Еще в 13-летнем возрасте Луначарский проштудировал работы основателя коммунистического движения Карла Маркса. В 15 вступил в один из первых в стране социал-демократических кружков. В 17 начал вести агитацию среди рабочих железнодорожного депо.
Известия об этом дошли до гимназического начальства. В итоге Луначарский получил 4 по поведению, которая не позволяла поступить ни в один российский университет. Но Анатолий не отчаивался. Он с детства прекрасно владел несколькими иностранными языками и решил получать высшее образование за границей. В 1895 году Луначарский отправился в Швейцарию и стал вольнослушателем Цюрихского университета. В Цюрихе бурлила интеллектуальная жизнь. От обилия открывшихся возможностей у 20-летнего юноши кружилась голова. Он не хотел ограничиваться узкой специализацией и с жадностью впитывал любые новые знания. Луначарский записался на курсы по антропологии и физиологии, где вместе с другими студентами препарировал человеческий мозг. Регулярно посещал музеи, где знакомился с шедеврами мировой живописи. Выступал с докладами в университетских аудиториях и участвовал в диспутах в городских кафе, поражая слушателей незаурядными ораторскими способностями. Однако его интересы не ограничивались академической наукой и искусством. В конце XIX века тихая и уютная Швейцария стала политическим убежищем для многих российских социалистов, которые выступали против самодержавия и потому находились на родине вне закона. Среди них выделялся Георгий Плеханов, философ и историк, которого называли отцом русского марксизма. Плеханов Георгий Валентинович, крупнейший деятель международного социалистического движения. Своими теоретическими трудами оказал огромное влияние на Владимира Ульянова, Ленина. В 1902 году примкнул к большевистской фракции РСДРП, однако впоследствии стал одним из лидеров меньшевиков и не принял Октябрьскую революцию. Тем не менее, в советское время работы Георгия Плеханова входили в обязательную программу школьного и институтского обучения. После знакомства с молодым Луначарским Плеханов решил, что его таланты ограничиваются способностью писать яркие статьи и произносить пылкие речи. Говорун, и не более того. Для Анатолия такая характеристика была хуже пощечины. Он решил доказать окружающим, а главное самому себе, что ему хватает и сильной воли, и способности к настоящим поступкам. Не окончив обучение, Луначарский отправился в Россию, чтобы лично принять участие в революционном движении. И еще в Швейцарии за ним, как за человеком близким к Георгию Плеханову и другим представителям социалистического движения, было установлено наблюдение. Из-за границы в Москву ушли донесения с приметами Луначарского. Блондин, выше среднего роста, телосложение худощавого, лицо белое, чистое, одевается в пальто с бобровым воротником, носит светлые очки. Весной 1899 года на одном из крупных московских заводов, механическом заводе Густава Листа, руководство снизило заработную плату сотрудникам. Для Анатолия это стало сигналом к действию. Вместе с товарищами по партийному комитету он составил прокламации с призывом к забастовке. 5 апреля десятки листовок были доставлены на завод. Но на секретной московской квартире подпольщики были захвачены с поличным, печатным станком и наборной кассой. Анатолия Луначарского поместили в одиночную камеру Таганской тюрьмы, где ему предстояло провести 8 месяцев. Для молодого человека, полного сил и энергии,
Арест стал тяжелым испытанием. Из-за плохого питания и отсутствия свежего воздуха он потерял сон и не спал целыми неделями. Однако ясность мысли от этого, казалось, только возросла. Заключенным разрешалось выписывать в камеру книги, и Анатолий сполна воспользовался этой возможностью. В ожидании приговора он прочитал целую библиотеку и сам начал писать стихи, рассказы, философские сочинения. Позже Луначарский будет вспоминать эти месяцы как один из поворотных моментов своей жизни. Именно здесь, в таганской тюрьме, он сформулировал идеи, которые на долгие годы определили его мировоззрение. Философская система Анатолия Луначарского получила название «богостроительство». Наиболее полно она была представлена в его двухтомном труде «Религия и социализм». Отрицая существование Бога, Луначарский утверждал, что христианское и социалистическое мировоззрение содержат много общего. Он считал, что в будущем атеистическом обществе люди будут по-прежнему нуждаться в высших идеалах, таких как творчество и созидательный труд. Идеи богостроительства заслужили резкую критику со стороны Владимира Ленина, который обвинял Луначарского и его сторонников в утопизме и отходе от марксистских принципов. А Георгий Плеханов даже дал ему язвительное прозвище – «Блаженный Анатолий». А тем временем дело о преступной пропаганде среди рабочих в городе Москве, по которому проходил Луначарский, затягивалось. Во время допросов Анатолий отрицал свою связь с революционерами. А обвинению так и не удалось доказать его причастность к составлению и печати листовок. В итоге его выпустили из тюрьмы, отдали под особый надзор полиции и запретили проживать в Москве и Санкт-Петербурге. Попробовав себя в подпольной работе, Луначарский скоро вернулся к литературным занятиям. Он не ощущал в себе задатков бойца и все больше времени посвящал публицистике. Через год Луначарский снова был арестован, на этот раз в Киеве. Поводом для заключения под стражу стало чтение доклада о норвежском драматурге Генрике Ибсене, который жандармы приняли за подпольное революционное собрание. И хотя правда быстро обнаружилась, докладчика все же признали угрозой для общественного спокойствия и выслали в Вологду. Из заключения прокурора Киевской судебной палаты от 11 мая 1901 года. Несомненно, что Анатолий Луначарский представляет собой установившуюся личность в смысле русской государственности политически неблагонадежную. От природы Луначарский был наделен большим обаянием. Он быстро сходился с людьми, умел очаровывать женщин и сам нередко влюблялся. Однако мимолетные романы не оставляли в его душе большого следа. Луначарский долгое время сторонился серьезных отношений и к 27 годам оставался одиноким. Все изменилось, когда он прибыл в Вологду. В этом старинном русском городе среди множества других ссыльных жил его друг и единомышленник Александр Малиновский, известный под псевдонимом Богданов. С ним делила квартиру сестра Анна, ей было 19. Подобно брату, она была убежденной социалисткой и увлекалась сочинением фантастических романов. Многим эта хрупкая девушка, почти девочка, казалась некрасивой, но Анатолий не мог отвести от нее взгляда. В Анне было что-то более важное, чем внешняя красота. Ее глаза светились умом, добротой, а главное — глубоким внутренним спокойствием, которого так не хватало Луначарскому. Спустя всего лишь 3 дня после знакомства он сделал Анне предложение. Здесь же, в Вологде, они обвенчались. Жену Луначарский ласково называл Анютой, а свои статьи начал подписывать псевдонимом Анютин.
В 1904 году, после того, как истек срок ссылки Луначарского, супруги уехали в Париж. Когда 9 лет назад Луначарский впервые оказался в Европе, он был жадным до новых впечатлений, восторженным юношей. Теперь известным теоретиком, сотрудником серьезных журналов. Он мог претендовать на заметную роль в социал-демократической партии РСДРП. Но к тому времени сама партия раскололась на две противоборствующие группы – большевиков и меньшевиков. И Анатолию Васильевичу предстояло решить, чью сторону он займет в этом идейном конфликте. Разделение РСДРП на две фракции состоялось в 1903 году в Лондоне на Втором съезде партии. Большевиками стали называть сторонников Владимира Ленина, который выступал за превращение партии в боевую организацию, ставящую своей целью осуществление пролетарской революции. Меньшевики, сторонники Юлия Мартова, разделяли традиционные взгляды европейских социал-демократов и не верили в то, что российское общество в ближайшие годы будет готово к революции. Приехав за границу, Луначарский надеялся примирить противников и вернуть партии единство. Все изменило личное знакомство с Лениным. Лидеру большевистской фракции хватило 10 минут, чтобы склонить Анатолия Васильевича на свою сторону. Большевики нуждались в таком человеке, как Луначарский, легком на подъем, умеющим воспламенять словом. Он начал регулярно выступать с докладами перед русскими политэмигрантами. За несколько месяцев Луначарский объехал Швейцарию, Францию, Бельгию, Германию и всюду с блеском защищал ленинские идеи, находя самые убедительные аргументы в дискуссиях с меньшевиками. Тогда же Луначарский стал сотрудником большевистской газеты «Вперед». На ее страницах он публиковался под новым псевдонимом – «Воинов». Впрочем, современники признавали, что Анатолию Васильевичу гораздо больше подходит прозвище, которое дал ему Ленин – «Миноносец легкомысленный». Лидер большевиков имел в виду, что Луначарский при всей внешней строгости не мог скрыть мягкости характера. Однако за ленинской иронией стояло искреннее восхищение ораторским талантом и колоссальной эрудицией Анатолия Васильевича. В области гуманитарных знаний Луначарскому не было равных среди русских социал-демократов. Однажды, во время неформальной встречи политических эмигрантов, Ленин предложил сыграть в игру «Поймать Луначарского». Любой из участников мог задать Анатолию Васильевичу тему для импровизированного доклада, а если тот не справится с задачей, будет вынужден исполнить желание загадывающего. Первым откликнулся меньшевик Федор Дан. Он предложил тему «Образ черта в древнерусском искусстве». Большинство было уверено, что игра на этом закончится. Но Луначарский мгновенно поднялся с места и выступил с получасовой лекцией. Публика была ошеломлена, а Ленин не скрывал гордости за своего товарища. Луначарский действительно мог сходу выступить на любую, даже самую провокационную тему. Тем временем в России наступило время больших потрясений. В январе 1905 года страну охватила серия забастовок, которые вскоре переросли в вооруженные восстания и получили название Первой русской революции. Ее начало застало Луначарского за границей. Он находился во Флоренции, где изучал итальянскую литературу и живопись. Но в октябре 1905 года прервал свои занятия и выехал в Санкт-Петербург. Он считал, что должен находиться там, где народ борется за свои права. Ведь слово
может быть не менее действенным оружием, чем револьвер или винтовка. К тому моменту некоторые цензурные ограничения были сняты, и большевики получили возможность издавать свою первую легальную газету. Она называлась «Новая жизнь». В редакцию вошли Ленин, Луначарский, а также целый ряд крупных писателей – Леонид Андреев, Константин Бальмонт, Виктор Вересаев. Но самым знаменитым из них был Максим Горький, который давно симпатизировал большевикам и на долгие годы стал близким другом Луначарского. Тираж газеты вскоре составил огромное по тем временам число – 80 тысяч экземпляров. Однако в конце 1905 года революция уже шла на спад. После нескольких месяцев растерянности старое правительство сумело взять ситуацию в стране под контроль. Газета была закрыта, рабочие восстания подавлены. Против Луначарского было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в революционной пропаганде и агитации. Тогда, по совету своего адвоката, Анатолий Васильевич вернулся в Европу. Чтобы пережить поражение революции и собраться с мыслями, он принял приглашение погостить у Максима Горького, который снимал виллу на острове Капри, неподалеку от Неаполя. Здесь, на утопающем в зелени морском курорте, в семье Луначарских случилась трагедия. Их первенец, которого, как и отца, звали Толей, умер от неизвестной болезни, прожив всего полгода. Супруги, верные атеистическим взглядам, отказались от церковного отпевания. Вместо этого Анатолий Васильевич прочитал над гробом сына стихи Константина Бальмонта. «Чтоб к стихиям людям бледным показал я светлый путь, чтобы вновь стихом победным в царство солнца всех вернуть». Луначарский искал утешения в работе. Вместе с Горьким и рядом других большевиков он организовал на Капри первую марксистскую школу для российских рабочих. Первая высшая социал-демократическая пропагандистско-агитаторская школа для рабочих просуществовала на острове Капри немногим более года, с 1908 по 1909. Помимо занятий по агитации и теории революционной борьбы, учебная программа включала курсы по истории литературы и искусства, а также экскурсионные поездки в музеи Рима и Неаполя. По мнению Анатолия Луначарского, большевикам предстояло создать новое свободное общество, а для этого они должны обладать высочайшей культурой. Душевная рана после смерти первого сына начала затягиваться только в 1911 году, когда Анна снова родила мальчика. Его тоже назвали Толей, или ласково Татошкой. Луначарский окружил сына заботой и вниманием, любил с ним нянчиться. Писатель Виктор Некрасов, который в детстве дружил с младшим Луначарским, вспоминал: «Нянькой нашей был Анатолий Васильевич. Пока мы возились и дрались, а дрались, говорят, мы с Татошкой отчаянно, вцепляясь друг другу в волосы, Анатолий Васильевич спокойно сидел себе на скамеечке и писал или правил свои статьи». «2 марта 1917 года в ходе февральской революции император Николай II отрекся от престола. Времена династии Романовых, которая более 3 столетий правила Российской империей, уходили в историю. На смену монархии пришло демократическое временное правительство. В мае 1917 года Луначарский, оставив семью в Швейцарии, приехал в Петроград. Здесь он был избран делегатом Первого Всероссийского съезда Советов и вернулся к работе в социал-демократических газетах. Тем временем Ленин вел подготовку к вооруженному восстанию против Временного правительства. Он понимал, что другого шанса осуществить социалистическую революцию у его партии не будет.
В ночь на 25 октября 1917 года в Петрограде отряды рабочей Красной гвардии и матросов Балтийского флота захватили вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, а 26 октября в 2 часа ночи арестовали в Зимнем дворце членов Временного правительства. Через несколько минут после этого Анатолий Луначарский зачитал в Смольном дворце ленинское воззвание рабочим, солдатам и крестьянам, которое провозгласило победу Октябрьской революции и переход власти к Советам. Там же, в Смольном, большевики сформировали новое революционное правительство — Совет народных комиссаров, или Совнарком. Луначарский занял в нем пост наркома просвещения. На него легло руководство культурой, наукой и образованием. В первые дни после Октябрьской революции никто не мог предсказать, как долго в стране продержится советская власть. Сотрудники государственных учреждений ожидали, что через несколько дней большевистское правительство падет, и отказывались идти на сотрудничество. Хмурым октябрьским утром Луначарский подъехал к новому месту службы — зданию Министерства просвещения. У входа толпились десятки чиновников. Не распознав в интеллигентном господине нового наркома, они предложили ему присоединиться к антибольшевистскому бойкоту. А когда Анатолий Васильевич признался, что он и сам большевик, в ответ раздались свист и гневные выкрики. Луначарскому с трудом удалось прорваться через возбужденную толпу. В министерских кабинетах он застал полный разгром. Документы были разбросаны по столам, лежали на полу. А на следующий день, снова придя на работу, он обнаружил, что все двери наглухо заколочены. Тогда Анатолий Васильевич прикрепил к воротам записку: «Товарищ швейцар и товарищ сторож, вы, сыны трудового народа, должны приветствовать советскую власть, а не сопротивляться ей. Ключи прошу сдать по адресу: Смольный, комната номер 31, комендатура». Спустя 3 дня сторож вернул ключи. Прошло немного времени, и Луначарского охватили серьезные сомнения в правильности выбранного курса. В отличие от Ленина, он считал, что в одиночку большевики не справятся с управлением огромной страной. Анатолий Васильевич предлагал сформировать широкую коалицию из представителей всех социалистических партий – большевиков, меньшевиков, эсеров, а также отколовшихся от них левых эсеров. При этом Луначарский опасался, что Ленин не остановится перед применением силы против политических противников. Сам Анатолий Васильевич ни разу не принимал участия в насильственных акциях ни до революции, ни в первые ее годы. Теоретик, публицист и журналист, он ничем не походил на таких активных революционеров и боевиков, как Дзержинский, Орджоникидзе, Фрунзе. Теперь же Луначарский увидел, что такое настоящая революция. Не на страницах книг и журналов, а во всем ее неприглядном виде. 28 октября 1917 года он написал жене тревожное письмо. «Я пойду с товарищами по правительству до конца, но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать». А спустя несколько дней до наркома дошли известия, которые потрясли его до глубины души. В Москве шли ожесточенные сражения. В ходе боев с обеих сторон погибли сотни людей. Артиллерийские снаряды повредили бесценные архитектурные памятники, в том числе храм Василия Блаженного и колокольню Ивана Великого. Узнав об этом, Луначарский написал заявление об отставке. Ленину он объяснил, что не может заниматься просвещением страны,
в условиях полного одичания. Однако глава правительства устроил старому другу настоящий выговор. Вместо того, чтобы поддаваться панике, Анатолию Васильевичу следует предлагать конкретные меры, чтобы впредь не допускать такого развития событий. Луначарский принял ленинский упрек и создал при Совнаркоме комиссию по охране художественных и исторических ценностей. В числе первых решений комиссии – объявление Зимнего дворца с его уникальной художественной коллекцией музеем, государственным Эрмитажем, а также распоряжение о сохранении императорских дворцов Петрограда, Гатчины, Царского Села и Петергофа. Большевикам приходилось работать во враждебном окружении. В 1918 году Луначарский с горечью признавал: «Интеллигенция нас ненавидит лютой ненавистью». Тысячи работников умственного труда не видели своего места в новом, еще не сформированном обществе и объявили бойкот власти. Работа музеев, библиотек и других культурных учреждений была парализована. Репрессии могли только усугубить ситуацию. Привлечь творческую и научную элиту под знамена революции можно было лишь одним способом – силой убеждения. И Луначарский подходил для этой миссии как никто другой. Именно он, человек огромной культуры, тонкий знаток искусства, в совершенстве владевший несколькими иностранными языками, стал посредником между властью и интеллигенцией. Изо дня в день Анатолий Васильевич выступал перед деятелями культуры, педагогами, университетскими профессорами. Он доказывал, большевики вовсе не варвары, они искренне заинтересованы в подъеме наук и искусств. Его ораторский талант был так велик, а доводы так убедительны, что вскоре произошел перелом. Вчерашние скептики и даже открытые враги начали сотрудничать с советской властью. Среди тех, кто перешел на сторону революции, были поэты Александр Блок и Валерий Брюсов, художники Александр Бенуа и Борис Кустодиев, ученые Иван Павлов и Владимир Бехтерев, юрист Анатолий Коний. Однако многие знаменитые деятели культуры не приняли власть большевиков и покинули советскую Россию. В их числе писатели Иван Бунин и Александр Куприн, композитор Сергей Рахманинов, актер Михаил Чехов, художник Иван Билибин. Часть инакомыслящих была по инициативе Ленина выслана за границу на так называемых философских пароходах. Философский пароход – собирательное название для двух рейсов немецких пассажирских судов, которые в сентябре и ноябре 1922 года доставили из Петрограда в Германию более 160 представителей русской интеллигенции. Значительную их часть составляли выдающиеся философы Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк, Николай Лосский, Лев Корсавин и многие другие. Высылка производилась в грубой и унизительной форме. Все имущество высылаемых было конфисковано. С собой разрешалось взять только 2 пары кальсон, обуви и носков, а также пиджак, брюки, пальто и шляпу. Октябрьская революция расколола не только интеллигенцию, но и все российское общество. Летом 1918 года началась полномасштабная гражданская война, которая охватила страну от Сибири до Северного Кавказа и Крыма. Она принесла с собой голод, нищету и разруху. Огромное русское культурное наследие могло быть разграблено, уничтожено, либо попросту забыто. Государственная казна была истощена до предела, средств не хватало на самое необходимое. В этих условиях содержание бывших императорских театров, Мариинского в Петрограде и Большого в Москве, казалось непозволительной роскошью. Ленин требовал их закрытия, а на сэкономленные средства предлагал открыть читальни для крестьян. Но Луначарский встал на защиту классического искусства. Он доказывал, опера и балет — это не кусок помещичьей культуры, как их называл Ленин.
а средства просвещения рабочих и крестьян. В конце концов, точка зрения Луначарского победила. В 1919 году по его инициативе был принят декрет о присвоении 6 старейшим театрам России статуса академических. В них продолжали идти спектакли. Тогда же Луначарский распорядился о том, чтобы треть билетов на представление с участием знаменитого певца Федора Шаляпина бесплатно раздавалась рабочим и учащимся. А роскошное здание Большого театра было приспособлено не только для балетных и оперных постановок, но и для официальных мероприятий. В течение нескольких лет здесь проходили всероссийские съезды советов, правительственные заседания, международные коммунистические конгрессы. В декабре 1922 года со сцены Большого театра было провозглашено образование нового государства – СССР. Тяжелые времена и огромное количество нерешенных проблем диктовали свои условия. Руководители советского государства работали на пределе человеческих возможностей. Луначарский не был исключением. Порой он не спал по 20 часов в сутки. Питался чаем и черным хлебом. Деликатесами считались чечевичный суп и селедка. Однако нарком просвещения находил время для творчества. Он писал урывками в короткие перерывы между приемом посетителей и просмотром деловых бумаг. В первые послереволюционные годы он создал несколько пьес на исторические темы, а также множество работ о Шекспире, Гёте, Пушкине, Льве Толстом и других писателях. Однажды помощник Луначарского, поэт Рюрик Ивнев, решил подшутить над начальником. Среди документов, которые он принес наркому на подпись, было составленное от имени Луначарского заявление об уходе с должности. Тот был настолько увлечен своим сочинением, что, не глядя, подписал бумагу. Через 10 минут Ивнев вернулся в кабинет наркома и со скорбным лицом просил его не принимать скоропалительных решений. Анатолий Васильевич искренне недоумевал. Тогда Ивнев протянул ему подписанное вслепую заявление об отставке. Луначарский долго смеялся, но с тех пор всегда внимательно прочитывал каждый принесенный ему на подпись документ. В годы гражданской войны от решений наркома часто зависели человеческие жизни. Огромные слои интеллигенции страдали от недоедания и невыносимых бытовых условий. Луначарский использовал все связи, чтобы устраивать людей на работу, обеспечить жильем или добыть продовольственные пайки. В это тяжелое время он помог выжить писателю Михаилу Булгакову, композитору Сергею Прокофьеву, биофизику Александру Чижевскому. А в 1919 году Луначарский спас будущего нобелевского лауреата, писателя Ивана Бунина, от ареста и грозившего ему расстрела за контрреволюционные высказывания. Однако Анатолию Васильевичу далеко не всегда удавалось преодолеть бюрократические препоны и неразбериху, которая царила во властных структурах. Так случилось в конце 1918 года. Луначарский просил о персональной пенсии для Марии Александровны Гартунг, дочери Пушкина. Рассмотрение этого вопроса тянулось несколько месяцев. 86-летняя Мария Александровна умерла от голода, так и не дождавшись обещанной выплаты. Спустя 3 года Луначарский ходатайствовал о выдаче выездной визы для Александра Блока. Великий русский поэт, автор революционной поэмы «12», был тяжело болен и просил позволить ему выехать на лечение за границу. Однако высший партийный орган, Политбюро Центрального комитета, не вдаваясь в детали, ответил на эту просьбу отказом.
Луначарский продолжал настаивать. Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его. Положительное решение пришло слишком поздно. 7 августа 1921 года 40-летний Блок скончался от эндокардита, воспаления внутренней оболочки сердца. В первые годы существования советского государства перед наркоматом просвещения стояло множество острых проблем. Но среди них выделялась задача исключительной важности – ликвидация безграмотности. Ситуация в стране была катастрофической. К 1917 году не умело читать и писать от 62 до 70% населения. Программа по массовому распространению школьного образования была принята еще в конце XIX века при императоре Николае II и была рассчитана на несколько десятилетий. Но ее реализация сильно затормозилась после начала Первой мировой войны. Решение этой задачи требовало привлечения гигантских ресурсов. В 1920 году по инициативе Луначарского была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, сокращенно ВЧК-Ликбез. Как нарком просвещения Анатолий Васильевич курировал деятельность комиссии, а основная часть организационной работы легла на его заместителя, жену Ленина Надежду Константиновну Крупскую. Советская система школьного образования создавалась в условиях гражданской войны, голода и разрухи. Часто на 60 учеников приходился один карандаш, а на сотню – одна чернильница. Не хватало учебников, тетрадей, методических материалов. Несмотря на все эти трудности, к осени 1920 года курсы учителей были созданы в 26 губерниях. Любого, кто умел писать и читать, могли привлечь к преподаванию в порядке трудовой повинности. За партой сели миллионы взрослых людей – рабочих, крестьян, красноармейцев. Для трудящихся было предусмотрено сокращение рабочего дня с сохранением заработной платы. В школах, на улицах, в государственных учреждениях висели агитационные плакаты. «Неграмотный – тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья». Или «Кто умен, а кто дурак. Один за книгу, другой в кабак». К 1923 году в РСФСР было открыто 574 пункта по ликвидации безграмотности и 498 школ для малограмотных. За первые 10 лет после Октябрьской революции навыками чтения и письма овладели около 10 миллионов взрослых. По данным переписи 1939 года, количество грамотных в возрасте от 16 до 50 лет приблизилось к 90%. К началу Великой Отечественной войны СССР стал страной практически абсолютной грамотности. Одновременно с этим большевики начали масштабную кампанию по борьбе с религией. В феврале 1922 года был издан декрет в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Началось разграбление храмов и монастырей, которое привело к возмущению верующих и репрессиям против православного, а затем мусульманского, буддийского, иудейского духовенства. Только во время Великой Отечественной войны официальная позиция советского руководства по отношению к религии несколько смягчится. В первые послереволюционные годы у Луначарского практически не оставалось времени на личную жизнь. Жена, Анна Александровна, с сыном Толей жили в Швейцарии. Только после того, как гражданская война пошла на спад и положение в стране стало налаживаться, Анатолий Васильевич вызвал их в Москву. Однако семья занимала в его жизни все меньше места. В
В начале 20-х годов нарком просвещения регулярно устраивал литературные дискуссии и в неформальной обстановке встречался с актерами, музыкантами и писателями. Среди его друзей были самые знаменитые люди своей эпохи: поэт Владимир Маяковский, драматург Николай Эрдман, режиссер Всеволод Мейерхольд. Луначарский обожал театральную среду и с юности увлекался драматургией. Многие из его пьес шли не только на советской, но и на зарубежной сцене. Нарком посещал все премьеры, а после спектаклей обсуждал с режиссерами и актерами недостатки и достоинства постановок. В 1921 году на одной из таких встреч он познакомился с начинающей актрисой Натальей Розенель. Она была младше Луначарского на 25 лет. Вскоре Москву и Петроград потрясла шокирующая новость. Видный советский политик, большевик, нарком просвещения оставил семью ради роковой красавицы. Луначарский ни в чем не отказывал молодой жене. Он устроил ее в труппу малого театра, организовал съемки в кино, дарил богатые наряды. Ходили слухи, что Наталья Александровна выходила на сцену, украшенная бриллиантами из царского алмазного фонда. Однажды по звонку Луначарского была на час задержана отправка поезда «Красная стрела». Супруга наркома не успевала вовремя приехать на вокзал. На следующий день Анатолий Васильевич получил строгий выговор за превышение должностных полномочий. С тех пор «Красная стрела», которая и сегодня соединяет Москву с Санкт-Петербургом, ни разу не отклонялась от расписания. Луначарский прожил с Натальей Александровной до конца своих дней и воспитал ее дочь от первого брака, Ирину, как собственную. Общих детей у них не было. Тем временем положение Луначарского в советском руководстве становилось все менее прочным. 21 января 1924 года умер Владимир Ленин. Анатолий Васильевич потерял друга и покровителя. Образ жизни, который вел нарком просвещения, резко отличался от стиля поведения партийной элиты. Луначарский был последним советским руководителем, позволявшим себе регулярные поездки за границу на отдых. Летом часто останавливался с молодой женой в роскошной усадьбе Астафьева, которая считалась государственным музеем. Проводил больше времени в кругу творческой богемы, чем на заседаниях правительства. Все это стало причиной для упреков в буржуазности и мещанстве. В 1929 году Луначарский подал в отставку, которая была с готовностью принята. Анатолий Васильевич был слишком известен в стране и в мире, чтобы подвергнуть его открытому осуждению. Даже потеряв власть, он оставался уважаемой фигурой, получил звание академика и возглавил Институт литературы и языка. Как и в прежние годы, Луначарский много писал. Собрание его сочинений составило 8 объемных томов. Однако он все чаще прибегал к помощи диктовки. Зрение слабело с каждым днем. Лечение в Берлине не помогло. В итоге Луначарский полностью ослеп на правый глаз и согласился на операцию по его удалению. На место удаленного глаза доктора поставили искусственный, из стекла. Не меньше проблем доставляло слабое сердце. Из-за постоянного перенапряжения и стрессов к 55 годам Анатолий Васильевич не мог обходиться без нитроглицерина и ходил, опираясь на трость. В 1933 году по рекомендации врачей он попросил о переводе за границу и получил назначение на должность советского посла в Испании. По пути в Мадрид Луначарский прошел курс лечения в Париже, а затем был направлен на реабилитацию в курортный французский город Ментону.
Это была его последняя остановка. Он так и не смог оправиться после очередного приступа стенокардии. Но даже перед лицом смерти Анатолий Васильевич оставался человеком с аристократическим духом. Он попросил принести шампанского. Доктор разрешил самую небольшую дозу. Увидев столовую ложку, бывший нарком брезгливо отмахнулся и сказал: «Шампанское я пью только из бокалов». Пока искали бокал, Луначарский скончался. Ему было 58. Тело кремировали. Урну с прахом перевезли в Москву и установили у Кремлевской стены. Анатолий Васильевич Луначарский. Человек, который в самых тяжелых обстоятельствах сохранял веру в силу человеческого духа. И твердо верил, что творчество и созидание способны изменить мир к лучшему.